В этом видео мы протестируем самый недооцененный проездной Бодензи Тикет. Мы пересечем озеро на пароме, проедем по всему немецкому берегу на поездах и автобусах, заглянем в сказочный Линдау, исторический Мейерсбург и вернемся обратно на закате. Погнали! Что можно купить в Швейцарии на 26 франков? Пару чашек кофе и круассан. А как насчет целого дня путешествий на поездах и огромных паромах по 3 странам сразу? Перед нами расстилается то, что местные жители уважительно называют Швабским морем. Боденское озеро огромное, переменчивое и глубокое. Оно разделяет 3 страны, но сегодня для нас оно станет общим пространством. Вот, друзья, за 26 франков мы с вами проедем практически все Боденское озеро. Начинается большое путешествие, которое продлится целый день. Будет включать в себя 2 парома, поезд, автобус и 3 шикарных немецких города. Это Линдау, Фридрихсхафен и Мейерсбург. Паром нас доставит в Дойчланд, где мы с вами окунемся в незабываемое впечатление. Лия, ты что делаешь? Завтракаю. Я в шоке. Она утром не завтракает, зато под бриз озера аппетит просыпается. Вокруг рестораны закрыты, а у Юли рот открытый. Обычно путешествия по Швейцарии ассоциируются с астрономическими счетами за транспорт. Стоит только подумать о поездке в соседний регион, как кошелек начинает тихо сжиматься от ужаса. Но сегодня мы сломаем этот стереотип. Юлия, ну как тебе? 26 франков ровно столько стоит билет, который лежит сейчас в моем приложении СПБ или купленный через Тикен-автомат. Это Бодензи Тикет на 2 зоны восток и запад. Да, по цене 2 скромных бургеров при вокзальном кафе получили безлимитный проездной на поезда, автобус и самое главное, огромные трансозерные паромы швейцарского и немецкого флота. В порту пахнет озерной свежестью, дизельным топливом и легким туманом, который постепенно поднимается от воды под первыми лучами солнца. Наш паром уже у причала. Это огромный двухпалубный корабль, способный перевозить десятки автомобилей и сотни пассажиров. Нам пора на посадку. Поднимаемся на верхнюю палубу. Металлический трап гулко отзывается под шагами. Впереди 40 минут чистой медитации. Так посмотрите, какое солнце. Сейчас сколько? Где-то градусов 25. А будут сегодня 30 в тени. Представляете? 30 градусов в тени. Все в И курточке. уже несколько дней такая жара. И еще будет неделю. Для Швейцарии это очень высоко. Прошлым летом такого не было, да, по-моему? Ага. Прошлым летом было 25, 26, а сейчас 30. И уже несколько дней, и будет неделю еще. А самое главное, ветра нет. Корабль плавно отходит от швейцарской земли. Рамарсхорн начинает отдаляться, превращаясь в аккуратную линию и черепичных крыш и шпиля местной церкви. Вода за кормой вскипает белой пеной. Если вы снимаете это видео со мной, сейчас самое время достать камеру и настроить фокус на горизонт. Панорама Германии, Швейцарии. Такая небольшая дымка. Он Сантис. Такой здесь туалетик на этом пароме.
Вода только холодная, и бумага есть, и мыло есть 100%. Такой милый туалетик с видом на озеро. Круто? Для постсоветского пространства туалеты Швейцарии — это отдельная история. Справа по ходу движения прямо из воды начинают вырастать Альпы. Утренний свет здесь совершенно особенный. Он мягкий, контровой. Он превращает горные хребты в многослойный синеватый силуэт. Ты стоишь у бортика, ветер бьет в лицо, и в этот момент приходит понимание. Путешествие началось. Мы пересекаем не просто озеро, мы пересекаем невидимую границу между государствами. Часть номер 1. Фридрихсхафен. Индустриальная элегантность и дух Цепелина. 40 минут пролетают как одно мгновение. И наш паром мягко бьется резиновыми кранцами о причал Фридрихсхафена. Мы в Германии. Земля Баден-Вюртемберг. Архитектура здесь сразу меняется. Если швейцарский берег — это аккуратная, слегка консервативная пастораль, то Фридрихсхафен с первых минут заявляет о себе как о городе инженеров, авиаторов и первопроходцев. Прямо у порта нас встречает просторная, залитая светом набережная. Фридрихсхафен — это родина знаменитых дирижаблей Цепелина. В начале 20 века здесь творилась история мировой авиации. Огромные серебристые сигары поднимались в небо именно отсюда, отправляясь в трансатлантические рейсы. Во время Второй мировой войны из-за своих заводов город был разрушен практически до основания, поэтому старинных фахверковых домиков вы здесь почти не найдете. Но в этом и есть вся прелесть. Он отстроен заново, с немецким размахом и вниманием к деталям. Если у вас есть немного времени между поездами, обязательно пройдитесь по главной аллее. Здесь царит расслабленная курортная атмосфера. Местные жители неспешно выгуливают собак. В уличных кафе звенят ложечкой о фарфор. Немцы пьют свой утренний фильтр кофе. Воздух здесь теплее, чем в Швейцарии. Микроклимат северного берега вообще славится своей мягкостью, но задерживаться надолго мы не будем. Наша цель сегодня — собрать максимум визуальных впечатлений. Мы направляемся к железнодорожной станции Фридрихсхафен. Она расположена уникально, буквально в 50 метрах от причала. Пересадка занимает ровно 3 минуты. Юлия, ну как тебе немецкие поезда? Разобрались. Получается, мы сейчас сели на поезд РБ-31. Он через несколько минут отправится. Буквально минуту доезжаем до центрального вокзала. И там пересаживаемся на РЕ-3. Буквально через 2 минуты отправление будет. Вот мы уже тронулись. Там мы пересаживаемся на РЕ-1 и буквально за 23 минуты вдоль Боденского озера мы попадаем на Линдау. Садимся в ярко-красный региональный поезд Deutsche Bahn. Наш путь лежит на восток, в самую фотогеничную точку Баварии. Часть номер 2. Линдау. Остров-крепость и Баварский лев. Поезд плавно набирает ход, покидая Фридрихсхафен.
За окном начинается классическая южногерманская идиллия. Мелькают бесконечные яблоневые сады, которые весной взрываются белыми облаком цветов, а в конце лета гнутся под тяжестью спелых плодов. Железная дорога то приближается к кромке воды, то уходит вглубь суши, прорезая небольшие аккуратные деревни. Примерно через 20 минут пейзаж за окном резко меняется. Мы уже подъезжаем к Линдау. Получается, это дамба. Поезд замедляет ход и выезжает на узкую каменную дамбу. По обе стороны от вагонов только синяя вода. Мы въезжаем на остров Линдау. Железнодорожный вокзал Линдау – это тупиковая станция, построенная прямо на острове. Как только ты выходишь из двери вокзала, ты мгновенно проваливаешься в прошлое. Здесь нет автомобильного трафика в привычном понимании. Нет высоток из стекла и бетона. Это чистая, консервативная европейская история. Мы отправляемся к главной достопримечательности, которую вы наверняка видели на сотнях открыток и туристических плакатов – гавани Линдау. Вход в эту гавань, пожалуй, самое величественное зрелище на всем озере. С левой стороны его охраняет 6-метровый каменный баварский лев, вырубленный из цельного куска песчаника. Он сидит на массивном постаменте и сурово смотрит вдаль, олицетворяя мощь Баварии. Ведь Линдау – это единственный баварский порт на Боденском озере. С правой стороны высится знаменитый новый маяк, белоснежная круглая башня с часами под остроконечной крышей. Как тебе первые впечатления Супер. от города, острова Линдау? На той стороне Швейцария, знаменитый маяк Линдау. Мы в конце обязательно на него поднимемся по лестнице. Вот лев. Если подняться на этот маяк по старинной винтовой лестнице, преодолев 130 ступеней, перед вами откроется панорама, от которой захватывает дух. Старый город Линдау лежит перед вами, как средневековая карта. Лабиринт черепичных крыш, узкие каньоны улочек, башни старых укреплений и бескрайнее озеро, сливающееся с небом. Спускаемся вниз и углубляемся в сам город. Главная пешеходная улица Максималь-штрассе. Это парад купеческого богатства. Дома здесь соревнуются друг с другом в изящности отделки. Обратите внимание на старую ратушу. Ее фасад полностью покрыт яркими историческими фресками, рассказывающими о жизни города, о его союзах и битвах. Кажется, что это не здание, а огромная иллюстративная книга. Под ногами шуршит старая мостовая. Каждый камень здесь отполирован миллионами шагов за многие столетия. Камера здесь не выключается ни на минуту. Фактурные деревянные двери, кованые вывески старинных аптек и пекарен, герань на подоконниках. Линдау требует неторопливости, но часы на ратуше напоминают нам, что Бодензи-тикет – это билет в вечное движение. Мы возвращаемся на вокзал. Нам нужно двигаться в обратную сторону, на запад, к самому романтичному городу этого побережья. Часть номер 3. Озерная магистраль и путь в Мельсбург. Мы снова в поезде. Теперь мы едем обратно через Фридрихсхафен Там дальше. и продолжаем движение на запад.
Эта часть железнодорожного пути считается одной из самых живописных в регионе. По левую сторону постоянно мелькают паруса яхт, пляжи, уединенные виллы, утопающие в зелени, и бескрайнее водное зеркало. По правую сторону холмы начинают круто уходить вверх, Джулия устала, уже спит. и они полностью до самых вершин покрыты аккуратными террасами виноградников. Это край виноделов. Здесь выращивают знаменитые Мюллер-Тургау и Штанте-Брюнгер. Как мы уже знаем, железной дороги в самом Мерсбурге нет. Жители города в свое время отказались от прокладки путей, чтобы сохранить уникальный ландшафт и тишину. И спасибо им за это. Мы доезжаем до станции Überlegen. Прямо с выхода платформы нас ждет комфортабельный региональный автобус с надписью Zia Line. Показываем наш QR-код швейцарского приложения СПБ водителю. Он кивает с привычной немецкой сдержанностью. Автобус трогается. Эта поездка на автобусе – полноценная экскурсия. Дорога петляет между холмами. Так вот, куда мы приехали, Юля? По старому городу, а вот, между прочим, да, погуляем по старому городу, мы вот здесь, получается, и спустимся вниз к порту. Здесь вот этот замок, Ноe Шлюз, Шлосс, Шлосс, а вот старый, Альтер Шлосс. Новый и старый. А мы с мамой где-то были. Наша задача посмотреть и новый, и старый. И полетать дроне. Правильно? Да. Это нам не надо. Все. А потом мы вот здесь садимся на... А не здесь мы садимся. Паром вот здесь, зайка. Во-во. Получается. Мы спускаемся, здесь смотрим старый порт. И человека вот туда. А потом идем по старому Боже мой, городу. они оба были волосатые древние. Да. Так с сиськами, посмотри. Да. Так это тетя Это и чтоб дядя. тепло было. Они были оба мамонты чешу. Да. Часть номер 4. Мерсбург. Город двух замков и королевских виноградников. Мерсбург разделен на две части. Это деление определяет весь его характер. Есть нижний город, расположенный у самой кромки воды, где находится порт, набережная, сувенирные лавки и рыбные рестораны. И есть верхний город, куда ведет крутая, мощенная камнем лестница. Нельзя вообще ничего ставить под углом. Все, 8. Давай посмотрим, что. Мерсбург – это город двух замков. Первый из них – старый замок. Это самая старая жилая крепость в Германии. Ее основание приписывает королю Дагоберту еще в 7 веке. Массивные каменные стены, покрытые веховым мхом, глубокий ров, подъемный мост. Этот замок выглядит так, будто он вырос прямо из скалы. Внутри него сохранились средневековые интерьеры, рыцарские залы и темницы. Здесь провела свои последние годы знаменитая немецкая поэтесса Анетта фон Дросте-Хюльсхоф, вдохновляющаяся этим туманным озерным пейзажем. Джулия, дай мне укусить. Джулия. Как называется мороженое? Слезы единорога. Нифига себе. Какие-то они сильно слезы. Не слезные. Классный город, да? Да, очень понравился город. Старый. Куча всяких интересных штучек выставлено. И самое вкусное мороженое. Буквально в 2 шагах от суровой средневековой крепости стоит совершенно другое здание – новый замок. Ноес Шлосс.
Это роскошная резиденция князей-епископов в стиле барокко, выкрашенная в нежно-розовый цвет. Контраст между мрачной силой средневековья и легкомысленной элегантностью барокко здесь разительный. Перед новым замком разбита великолепная терраса. Это одна из лучших смотровых площадок на всем Боденском озере. Встаньте у каменного парапета. Отсюда с огромной высоты Нижний город кажется игрушечным. Ровные ряды фахверковых домов спускаются к воде. Причал режет прибой, а на горизонте сквозь легкую дымку отчетливо видны очертания швейцарских гор. Здесь под террасой начинаются виноградники. Они уходят вниз по склону настолько круто, что кажется, лозы держатся за землю каким-то чудом. Прогулка по Верхнему Мерсбургу – это постоянное открытие. Здесь нет прямых линий. Улочки изгибаются, уводя вас то в старой рыночной площади с фонтаном, то к уединенным переулкам. Здесь стены домов подпирают друг друга. Фахверк здесь повсюду. Темные деревянные балки образуют причудливые геометрические узоры на белых и желтых стенах. Здесь пахнет разогретым на солнце камнем, сухим вином и цветущей лавандой, которую местные жители высаживают в большие глиняные горшки у входа в свои дома. Нам пора спускаться в Нижний город. Нас ждет финальный, самый атмосферный этап нашего путешествия. Синий уже снутри сыпаться начинал, вот это защита. Мы тут великами ехали, да, под Атерам. Часть номер 5. Вечерняя переправа. Вспышки заката на пути в Констанц. Мы спускаемся в Нижний город, когда солнце начинает свой неторопливый путь к закату. Порт Мерсбурга живет здесь своей динамичной жизнью. Каждые 15 минут сюда приходят большие автомобильные паромы из Констанца. Это важнейшая транспортная артерия озера, работающая без перерыва день и ночь. Юля, ты правильно идешь? Юля, опять твою жопу снимаю. Для нашего видео и для наших впечатлений это идеальный момент. Режимное время, золотой час. Время, когда свет становится мягким, длинные тени ложатся на воду, а цвета приобретают невероятную глубину. Мы заходим на паром Мерсбург-Констанц. Паром отходит от причала. Мерсбург начинает медленно разворачиваться перед нами во всей своей красе. Именно с воды понятно, насколько уникален этот город. Старый замок, розовый фасад нового дворца, зеленые ковры виноградников. Все это подсвечено теплым, золотым вечерним солнцем. Вода в озере из синей превращается в темную изумрудную.
а дорожка от солнца слепит глаза, рассыпаясь миллионами мелких искр. Переправа занимает всего 15 минут, но эти 15 минут – квинтэссенция всего дня. Ты стоишь на носу корабля, ветер уже прохладный, озерный, он пахнет приближающейся ночью. Вокруг тишина, нарушаемая только мерным гулом двигателей и шуршанием воды, которую режет нос парома. Позади остается сказочный Мерсбург. Впереди, в вечерних огнях, уже прорисовывается Констанц, крупнейший город на озере. Паром швартуется в порту Констанц-Штадт. Наш Бодензи-тикет продолжает работать. Феноменального путешествия. Сейчас мы садимся на автобус и на Цуге едем домой. Джулия, ну как у тебя? Страшная, посмотри. Она страшная. Это рука. Она страшная. Прямо у входа с причала нас ждет городской автобус, который за несколько минут довозит нас до центрального вокзала Констанца. Часть номер 6. Финал. Эпилог в Констанце и возвращение домой. Констанц вечером прекрасен. Город, который практически не пострадал во время войны, благодаря своему соседству со швейцарским Кронсидингем. Союзники просто боялись случайно разбомбить нейтральную Швейцарию. Сохранил свой огромный исторический центр. Но силы на долгую прогулку уже на исходе, да и карточки памяти в камере забиты под завязку. Мы выходим на набережную Констанца у железнодорожного вокзала. Мы садимся в швейцарский поезд Чубо, который ждет нас на платформе. Давайте подведем итог. За один день, потратив всего 26 франков, мы прожили маленькую жизнь. Мы сменили 2 страны, переплыли озеро в 2 разных направлениях на огромных паромах, проехали десятки километров по живописной железной дороге Баварии, Баден-Вюртемберга. Мы увидели индустриальный Фридрихсхафен, баварскую сказку Линдау и виноградные террасы Мерсбурга. Это путешествие – доказательство того, что для ярких открытий не нужны 1000 франков и сложные перелеты. Нужно просто открыть приложение СББ, найти правильную вкладку, купить билет, взять камеру и сделать первый шаг на палубу парома. Боденское озеро всегда разное, но оно всегда ждет тех, кто готов отправиться в путь. Спасибо, что прошли этот маршрут вместе с нами. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими любимыми точками на Бодензи. Ставьте лайк этому видео и обязательно подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много крутых, бюджетных и эстетических маршрутов по Швейцарии и ее окрестностям. До встречи в следующих влогах. Всем пока.